В этом пакете 52 детали, и я только что выбросил инструкцию. Лего считает, что для сборки этого малыша мне нужна схема, но я думаю, что справлюсь, глядя только на эту мятую картинку на упаковке. В этом видео мы проверим ходовые качества, разберем функции и сравним малютку с монстрами прошлых лет, а потом покажем, какие альтернативные модели можно собрать из этого набора. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Перед сборкой сортирую детали по категориям. Детали среднего размера кладу в одну миску, мелкие – в другую. Крупные детали и колеса оставляю отдельно. Внимательно изучаю фото модели, чтобы понять ее устройство. Самый простой путь – начать сборку ковша. Посмотрите, как выглядит ковш. Подсоединяю несколько серых деталей. Один важный узел готов. По фото определяю, какие детали идут на кабину мини-погрузчика. На этом этапе нет сложностей, все понятно. Далее сортирую детали для механизма подъема ковша. Сомнения вызывает черная деталь. Пока не понял, где ее использовать. Вот собраны еще два блока. Механизм рабочий, сомнений нет. Есть вопрос с серой частью коннектора. На фото она выходит из черной детали, а у меня из оранжевой. Эти оранжевые балки должны стоять именно так. У меня нет нужных деталей, чтобы их закрепить. Согласно фотографии, применил черную угловую балку при строительстве кабины. Вот эта деталь на кабине, а вот так она показана на фото. По фото вижу, что угловая деталь расположена именно так. Но мой опыт подсказывает, лучше использовать эту балку для шасси. Сделаю так, дальше будем разбираться. Сравниваю механизм с фотографией. Все нормально. Синие штифты пригодились. Механизм работает и выглядит отлично. На раме есть место для осей колес. По фото определяю месторасположение оси коннектора. Определяю детали для его закрепления. Коннектор по цвету не совпадает, но других вариантов нет. Далее устанавливаю серые балки. Сборка кабины проходит без проблем. Порядок действий понятен. Посмотрите, как выглядит кабина и шасси. Проверяем работу механизма. Все хорошо. Диски одинаковой ширины и диаметра. Они имеют особенную несимметричную конструкцию. Шины широкие, цельные, без внутренней полости. На них нет маркировки размера. Шины на дисках выглядят классно. Установка колес завершает сборку модели. В запасе остается одна деталь. Теперь давайте откроем инструкцию. Это лист бумаги, на котором с обеих сторон напечатаны 23 шага сборки. Модель простая. Используя список деталей и фотографию, вы можете собрать ее даже без инструкции. Но эта черная деталь, которая на самом деле серая, ввела меня в заблуждение. Перед нами мини-погрузчик с боковым управлением. Спереди яркий оранжевый ковш на короткой стреле. Кабина простая, без прозрачных деталей. Силуэт легко узнается. 4 маленьких одинаковых колеса. База короткая. Модель выглядит маневренной. Сзади аккуратно встроены элементы механизма. Модель очень маневренная. Погрузчик поворачивает прямо на месте. Передняя стрела с ковшом полностью подвижная. Ковш можно поднимать и опускать поворотной рукояткой. Он наклоняется на шарнире для зачерпывания мелких деталей. А теперь посмотрим, как модель ведет себя в игре. Играть с одним экскаватором быстро надоедает. Куда интереснее, когда рядом есть целая команда небольших наборов. Здорово, что у Лего есть такие возможности для совместной игры. Бульдозер и самосвал отлично дополняют происходящее. В этом видео вы видите доработанную версию самосвала. Ковш без проблем загружает самоцветы и другие ценные камни в кузов. Все выглядит как в настоящем карьере. Компактный мини-погрузчик с легкостью справляется со своими задачами. По сравнению с другими моделями такого же размера, мини-погрузчик выглядит очень впечатляюще. С самосвалом они примерно одинакового масштаба. Эти модели могут дополнять друг друга деталями. Самосвал пригодится и для игры, и для модернизации. С бульдозера мини-погрузчик тоже выглядит здорово. Обе модели отлично смотрятся на полке. Бульдозер станет хорошим помощником во время игры. Начнем модернизацию. Самый правильный ход – заменить колесное шасси мини-погрузчика на гусеничное шасси.
Важно установить хотя бы одну фару для работы в ночное время. Кроме того, мини-погрузчик является хорошим источником деталей для самосвала. Первое, что можно сделать, установить имитацию спаренных колес на задней оси самосвала, как в наборе 42203. Набрать достаточное количество узких колес для настоящих спаренных колес довольно сложно. В процессе модернизации у меня появилась идея сделать простую, но эффективную подвеску задней оси. Посмотрите, как самосвал уверенно справляется с неровностями и легко преодолевает небольшие препятствия. А вот так было раньше. Чувствуете разницу? На широких шинах самосвал выглядит отлично. Для полного комплекта мне не хватает еще 2 широких шин, но я знаю, где их взять. А теперь посмотрим, какие альтернативные модели можно собрать из этого мини-погрузчика. Первая модель — колесный экскаватор, компактный и маневренный, с подвижной стрелой, отличный вариант для стройплощадки. Дальше самосвал, простая и очень узнаваемая модель для перевозки грузов. Эвакуатор — еще одна практичная сборка. Он подойдет для помощи сломанной технике и городских сцен. Телескопический погрузчик выглядит неожиданно функционально. Стрела поднимается. Модель отлично вписывается в строительную тему. Теперь немного скорости. Дрекстер. Низкий корпус и вытянутая форма сразу намекают на гонки. Маленький трицикл. Необычная, но очень милая модель. Минимум деталей, максимум узнаваемости. И, наконец, дюнный багги. Легкий и открытый. Он готов к поездкам по бездорожью. У модели есть несколько ограничений. Мини-погрузчик похож на предыдущие модели. В целом он привлекателен, но несколько упрощен для опытных фанатов этой серии. Всего 52 детали. Конструкция простая, кабина без стекол и элементов. Функций немного, только подъем и наклон ковша. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.